Привет, друзья! Вещаю вам со своей маленькой уютной кухни. Сегодня какое-то апреля. И это видео, наверное, будет полностью состоять из рецептов, без привычных стамбульских прогулок. Я хочу попробовать такой формат, потому что заметила, что рецепты почему-то более любимы, чем видео с прогулками по городу или какими-то путешествиями. В общем, будем пробовать разные форматы. В этом видео будет представлено, наверное, 3 или 4 рецепта. Первый рецепт я уже отсняла. Это будут морепродукты в тесте кадаифи. Это такое тесто ниточками. Здесь в Турции из него обычно готовят сладкие десерты. Но у нас будет не сладкое блюдо, очень интересное, с 2 классными соусами. Также будем делать сегодня банановый хлеб, банана-бред, но не простой, а в форме зебры, то есть с добавлением какао. Я уверена, что очень у многих остаются вот такие вот страшненькие мягкие бананы. Никогда не выкидывайте, обязательно сохраняйте. Они всегда пригодятся. Из них можно делать классные смузи, из них можно делать классную выпечку, маффины. Но сегодня у нас будет интересный кекс. И третьим блюдом сегодня будет турецкое блюдо, которое будет готовиться, горячее турецкое мясное блюдо, которое будет готовиться в духовке из баклажанов и мясного фарша. Очень вкусное, очень знаменитое здесь блюдо, которым я хочу с вами поделиться. Поэтому поехали! Друзья, одно из блюд, которое мы сегодня с вами приготовим, это турецкое блюдо из баклажанов и фарша. Вообще в турецкой кухне огромное количество разных закусок, разных горячих блюд из этого овоща. Баклажаны как холодная закуска в оливковом масле, баклажаны рулетиками с мясом, баклажаны в мизе, баклажаны на гриле, баклажаны на шампурах также с фаршем запекаются, патlıcan кебаб называется это. Баклажаны в духовке, огромное количество. И поэтому однажды я уже готовила подобное блюдо, я делала рулетики из баклажанчиков по типу кебаба, в духовке запекала. А сегодня мы с вами приготовим блюдо, которое называется карны ярык. Нам понадобятся, конечно же, баклажанчики, которые мы разделим, запечем в духовке. Далее мы сделаем из них такие лодочки, и в эти лодочки мы наполним подготовленной начинкой, которая будет готовиться из фарша и разных овощей. Итак, баклажанчики я промыла. Сейчас нам нужно их зачистить вот таким образом. Чтобы наши баклажаны не поднимались.
Ну что, блюдо готово. Я хочу его сервировать сегодня с картофельным пюре, так как моя семья его очень любит. Вообще это блюдо можно сервировать с рисом, с булгуром, с овощами запеченными, хотя баклажан и так сам по себе самодостаточный. Вот такая красота. И обязательно ложечку вкусного густого йогурта турецкого. Ну что, блюдо карнıyarık из турецкой кухни готово. Баклажан. Внутри начинка из овощей, томатов и фарша. Подаю я сегодня его с картофельным пюре и йогуртом. Давайте попробуем, как оно вышло. Начинка очень пряная, потому что очень много специй. Очень вкусно. Давайте немного попробую баклажанчик. Очень нежное блюдо, в то же время насыщенное, сытное, воздушное. Баклажан дает такую легкость. Отличный вариант на лето, я считаю. Приятного аппетита!
хороший такой. Хорошенький, да. Машенький.
Доброе утро. Время 9:30, суббота. Дома тишина. Я вышла на кухню, сделала себе кофеек. И задумалась, что же сегодня приготовить на завтрак. Завтракаем мы сегодня вдвоем с дочкой. Муж мне на работе. И рассуждая, вспомнила, что я очень давно не готовила кабачковые вафли. Я их в свое время очень часто готовила на завтрак. У меня когда-то было свое кафе, и в меню также у нас эти были вафли кабачковые с чесночком. Такой всегда аромат стоял. Я что-то вспомнила. Думаю, надо приготовить. У меня как раз в холодильнике 2 кабачка молоденьких. Вот. И накануне я засолила лосось, что будет очень хорошо вместе. Можно сделать яйцо пашот к этому завтраку. И также у меня есть немножко спаржи свежей, что тоже будет классно на тарелке вместе смотреться. Поэтому хочу сейчас снять для вас видео-рецепт, поделиться этим рецептом с вами, чтобы вы тоже готовили. В общем, давайте приготовим эти вафельки. А в комментариях вы напишите, понравился ли вам рецепт, готовите ли вы такие вафли, или, может быть, вы делаете кабачковые оладьи. Буду очень рада вашим комментариям. Итак, что нам нужно сделать? Для начала подготовим наши кабачки, промоем, просушим. Я пока буду использовать один большой, а дальше посмотрим. И нам нужно натереть кабачки, конечно же, на терочке. Ничего сложного. Далее мы добавим с вами соль. Хорошенько перемешаем массу. Тогда кабачки дадут больше влаги, и мы после их хорошо отожмем, чтобы вафли не были водянистыми и чтобы у нас ушло гораздо меньше муки, чем при влажной консистенции этой смеси. Отжимать кабачковую смесь мы будем руками. Просто брать и отжимать. Смотрите, сколько много воды выдают кабачки. Ну, все это прекрасно знают, что они водянистые очень. Далее давайте добавим 1 зубчик чеснока. Введем 1 яйцо. Также добавим немного сметаны, точнее 2 столовые ложки. Также нам понадобится разрыхлитель 1/2 чайной ложки. Соль мы уже с вами добавим, вымешиваем эту массу. На этом этапе также можно добавить натертый сыр. Можно добавить зелень укропа, зелень петрушки. В общем, по вашему усмотрению, по вашему вкусу. Также можно добавлять натертый картофель. Сейчас я попробую по соли. Можно еще немножко посолить. Очень вкусно. И добавим с вами муки от 80 до 100 граммов. Будем смотреть по консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным.
Так как моя сметана была достаточно жидкой, я добавлю еще муки, потому что я вижу, что достаточно водянистое тесто получилось. Муку можно использовать любую, у меня пшеничная. Также я хочу добавить один ароматный сыр турецкий, выдержанный кошар пюре. Вот даже, видимо, у него такая вот плесень здесь на корочке. Это нормально. Он очень пряный. И за счет того, что он выдержан, у него очень глубокий вкус. Я хочу добавить какое-то количество, чтобы наши вафельки были еще интереснее по вкусу. Что такого количества будет достаточно. Вафельница у меня не профессиональная, абсолютно бытовая, маленькая. Всего на 2 вафельки. Вот, ну, нам этого пока хватает. Я ее заранее очень прогрела. Сейчас нам нужно будет смазать обязательно, иначе все может прилипнуть. Я просто возьму кисточку и смажу все оливковым маслом, чтобы ничего не горело. Как правило, вафельницы нужно смазывать всегда маслом. Так будет у вас меньше проблем. Можно использовать спреи специальные масляные. Они делаются из сливочного масла или из оливкового масла. Спрей бывает. Это вам очень облегчит работу с вафельницей. Параллельно, пока готовятся вафли, давайте сделаем спаржу, приготовим. Я ее просто промыла. Сейчас надо убрать кончики волокнистые. На сливочном масле. Я сейчас их обжарю. Но вообще можно их, конечно, и отваривать, запекать на гриле. Опять же, по вашему усмотрению. Я люблю их чуть-чуть обжаривать в сливочном масле, солить, поливать лимонным соком. Это будет очень вкусно. Добавлю еще сливочного масла. У меня есть очень вкусная соль, гималайская, с трюфелем, со вкусом трюфеля и грибов. Она придаст такой глубокий ореховый вкус. Давайте проверим вафли, как они выглядят. Я думаю, что их готово. Эта вафельница совершенно не мощная, достаточно слабая, поэтому нужно больше времени для готовности. Ну и давайте нарежем с вами сумку, которую я засолила заранее. Давайте приготовим с вами яйца пашот. Я поставила кипятить водичку, добавила немного уксуса
И вот она уже поднимается, кипячение начинается. И сейчас будем вводить с вами яйцо. Я его заранее разбила в емкость. Воду выкручиваю по часовой стрелке, чтобы получился немножко вихрь. Вот так ввожу. Яйцо пашот иногда не получается из-за качества яиц. Бывают они не очень свежие, распадаются на хлопья. Поэтому желательно, когда вы готовите яйца пашот, приобретать самые свежие яйца. Все, что лишнее, какие-то хлопья, их мы можем убирать. Вот мы видим, это лишнее. Консистенция уже очень хорошая, но я поварю, наверное, еще минуточку. Яйцо также готово. Вот сразу его достаю. Ну что, наш классный завтрак готов. Вот так он выглядит. Я считаю, это успех. Я очень люблю это сочетание продуктов. Я думаю, что со мной многие согласятся. Посмотрите, во-первых, смотрится потрясающе по-весеннему. Свежий, яркий и очень вкусный. Свежий кофе, потрясающий завтрак и приятного аппетита! Первый пикник. О, мы пришли, и солнышко вышло. Как это прекрасно. Набрали всяких вкусняшек, чай с травками, книжку читать. Здесь моя любимая Danish булка, Danish бан, с этим, с корицей, в общем, с миндалем. Здесь что-то новенькое. Это семит, который сделан из теста для круассанов. Представляете? Это что-то необычное. Это спаривание произошло. Это паштейш ди ната, знаменитые португальские вкусняшки, которые здесь тоже очень знамениты. И вот это, знаете, я хочу вам показать. Сейчас наши любимые пекарни это продают. В общем, они сейчас очень-очень знамениты. Они какое-то делают тесто из шпината, с добавлением шпината, потом зеленое, а внутри лабне сыр, сливочный сыр. Очень-очень вкусно, кстати. Будем сейчас пить чай, наслаждаться хорошей погодой и читать книжку.